Народ, всем привет! Сегодня обсуждаем вопрос устранения скрипа на дисковых, как правило, гидравлических тормозах. Чтобы было наглядно понятно, вот. Это вот такой противный скрип. То есть при таком скрипе тормоза плохо тормозят, крайне неэффективно. В 90% случаев причиной такого скрипа служит попадание чего-то смазочного, маслянистого на поверхность тормозного диска и, как следствие, и на колодке. Собственно, как с этим бороться, сегодняшнее видео об этом. То есть, по сути, это некий комплекс чистки и обезжиривания тормозного диска и колодок. По-другому еще называется реставрация. Значит, что нам для этого нужно? Ну, естественно, снимаем колесо. Первым делом я чищу тормозной диск. Чистить его можно чем угодно обезжиривающим. Я вот чищу обезжиркой, но есть, я не знаю, бензином, растворителем каким-нибудь. То есть нужно убрать всю грязь, все маслянистые народные вещества, которые могут присутствовать на этом горе-диске. Так, мы почистили диск, это раз. Теперь откладываем его в сторону. Смотрим на наши горе-колодки. Кстати, да, забыл сказать, что в нашем случае мы прокачивали тормоза и, естественно, при прокачке залили все тормозной жидкостью. Поэтому мы сейчас будем чистить колодки. Ну и вообще велосипед данный, он старый, поэтому комплекс реставрации колодок ему не помешает. Снимаем колодочки. Одна, вторая. Ну вот, в нашем случае визуально даже видно, что на них попала смазка. Ну вот они мокрые, они даже мокрые. Вот. Значит, ну, чисто профилактически ту же самую операцию можно повторить. То есть взять что-то обезжиривающее, почистить их, промыть. Слушайте, ну согласен, есть специальное средство для очистки колодок. Оно так и называется. Правда, оно не совсем дешевое. Но, честно, я перепробовал всякие методы. Вот я с вами делюсь своим авторским методом, которым я на постоянной основе пользуюсь. И, так сказать, большие потоки велосипедов обслуживаю именно этим способом. Так, значит, мы их почистили. Это раз. Дальше. Я любитель вот такой штуковинки. Это простая китайская газовая горелка за 350 рублей и газовый баллон за 100 рублей. Вот. И таким пламенем это все горит. Теперь мы берем все и прожигаем. Прожигаем и тем самым обезжириваем. Вот, поверьте, лучшей обезжирки, чем это, ну, нет. Нету. Поехали. Значит, смотрите, сразу скажу. Можно колодку нафиг спалить. Колодки бывают двух типов. На органике, органические и металлизированные. Вот первые вообще можно спалить, они трескаются. А металлизированные можно, ну, они не сгорят, но их можно перегреть, они закалятся, и они хуже начнут тормозить. Короче, к чему все говорю, что не перегреваем колодки. То есть задача нам прожечь поверхностный слой, чтобы все оттуда выгорело, но вот, ну, буквально немного, вот чуть-чуть. Погрели, отвели. Погрели, отвели. Погрели, отвели, погрели, отвели. Вот дыма много идет. Не перегреваем, лучше отложим в сторону и потом к ней вернемся, чем за один раз ее спалим нафиг. Даже видно, как вот
при прожиге выделяется смазка, которая впиталась в колодку. Ведь колодка, она как губка, она впитывает жидкость и потом может долго ее держать внутри. Так, значит, пока наши колодочки остывают, мы повторяем данную процедуру уже с диском с тормозным. Параллельно у нас есть суппорт, на который тоже могла попасть смазка. Мы его очищаем внешне, внутренне, насколько это возможно. Все, вот он у нас чистенький. Тоже аккуратно, не перегреваем и не задерживая слишком долго на одном месте, по чуть-чуть прокручивая его, делаем, проходим один полный круг. Поверьте, выгорает вся смазка и быстро проходимся второй круг, чтобы, так сказать, закрепить то, что мы сделали. Поверьте, смазка может оставаться в этих отверстиях технологических. Ну вот самый проверенный способ — это взять и прожечь все к чертям собачьим. Все, аккуратно только вынимаем реставрированный, прожженный тормозной диск. Теперь возвращаемся к колодочкам. Они уже подостыли. И нам нужно убрать с поверхности колодки все то нехорошее, что у нас здесь осталось. Поэтому берем мелкую наждачку, мелкую, ну не знаю, в моем случае 200-я. И зачищаем. Вот. То есть даже если с колодкой все нормально относительно, ну, я имею в виду, даже если не попадала смазка на все эти дела, ну, просто попадает грязь, со временем она забивается на поверхности колодки и тем самым меняет фрикционное качество колодки. Вот, собственно говоря, до состояния новой колодки мы и доводим ее путем зашлифовывания наждачкой. То же самое проделаем и со второй. Все, так сказать, наши колодочки теперь чистенькие, отреставрированные. Вставляем их обратно в свои места, устанавливаем колесо и, собственно говоря, смотрим, что у нас получается. Вот, в принципе, все, что мы хотели, мы сделали. Ну, осталось только настроить тормоза. Но это уже другая история, с совершенно другого видео. Но напоследок хотелось бы подытожить, да, то есть все-таки почему это происходит? Прежде всего, это попадание смазки. Вот даже цепь смазываете, и ненароком может попасть на тормозной диск, раз. Когда мы что-то делаем с гидравлическими тормозами, в частности, как у нас это было, мы прокачивали тормоза, и при прокачивании часть тормозной жидкости попала на диск. Просто немножко в рамках нормального может немножко поскрипывать тормоз. И бывали такие уникумы, которые считали так: если там что-то поскрипывает, значит оно не смазано, значит надо смазать. Берут и все запшикивают ВДшкой. Это вообще ужас. После тормоза проще выбросить, ну, образно говоря. На самом деле все это лечится, все это реставрируется способом секретным, которым я вам уже показал. Поэтому не бойтесь, делайте. Не знаю, если есть вопросы какие-то, пишите в комментариях. То есть, в принципе, вот таким способом устраняется этот проклятый скрипт. Всем вам удачи, всего доброго. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Там. Если лайк поставите, буду признателен. Подписывайтесь.
будет интересно. Что касается настройки тормоза, это будет отдельное видео. Все, всего доброго, до свидания.